Бибим суджиби – паста по-корейски. Начинаем с того, что время мы подготовим тесто для самой, собственно говоря, пасты. Нам потребуется обычная пшеничная мука, и за мерную посуду я возьму обычный маленький стандартный пластиковый стакан. Также я буду использовать сито для того, чтобы просеивать муку, но это не обязательно, вы можете этого и не делать. Итак, нам потребуется в общей сложности 3 стакана пшеничной муки. Просеиваю я для того, чтобы более мягкое получилось тесто. И, значит, пропорция вообще такая. 1 стакан муки – это 1 порция пасты на 1 человека. Можете ориентироваться вот на такую пропорцию. И затем мы добавляем в муку 1 яйцо, разбиваем и закладываем. Также нам потребуется растительное масло в объеме 1 столовой ложки. Все это мы делаем для того, чтобы тесто было более мягким. И сначала перемешиваем яйцо и растительное масло с мукой. Делаем это ложкой. Вначале мы перемешиваем тесто ложкой. И затем щепотка соли. Я ее закладываю в стакан и туда заливаю воду. В общей сложности 1 стакан воды. И сначала я развожу в воде соль, и затем начинаю понемногу добавлять эту воду в муку. То есть я хочу сказать о том, что никогда заранее неизвестно, сколько вам потребуется в принципе муки и воды. Вы воду добавляете постепенно и замешиваете тесто. Сначала мы делаем это ложкой, потому что все будет липкое, и чтобы к рукам это не прилипло, мы сначала делаем это ложкой, а потом, когда уже масса теста уплотнилась достаточно, мы можем переходить на руки. И пропорции муки и воды мы добавляем либо то по необходимости, в зависимости от того, чего не хватает. Для того, чтобы довести тесто до нужной нам консистенции. Затем после ложки мы переходим на руки и продолжаем замешивать тесто, как обычно, руками. И вот такой вот плотности у нас должно быть тесто, оно должно быть упругое, но в то же время достаточно мягкое, но оно не должно прилипать к рукам. И затем мы делаем из него ровный комок и должны будем положить тесто в чистый пластиковый пакет. И этот пакет герметически затянуть, удалив из него весь возможный воздух. И желательно на час положить в холодильник, если этот час у вас есть. Если нету, то тогда можно будет сразу готовить. А сейчас соус, займемся им. Нам потребуется половинка луковицы, 1 сладкое яблоко и 1 сладкая груша. Нужно все почистить, помыть и удалить семена из груши и яблока. Мы нарезаем все эти ингредиенты такими кусками, которыми будет удобно перемалывать в вашем блендере. Мой блендер маленький, я буду перемалывать в 2 ступени. Вы можете их перемолоть по отдельности или вместе и потом перемешать, это не важно. И затем закладываем в какую-нибудь форму, удобную для перемешивания. И будем делать из этого соус. Это база нашего соуса. Вообще блюдо это современной кухни и пока что не имеет какой-то зарекомендованной рецептуры. Так, далее мы добавляем молотый красный перец, 1 или 2 столовые ложки, в зависимости от того, насколько острый вы можете есть. То есть я советую сначала 1 столовую ложку положить, перемешать, и потом, если недостаточно острый, то добавить еще 1 столовую ложку, как я, собственно говоря, и делаю, и опять перемешиваю. То есть вот тот соус, который мы сейчас делаем, это лично моя рецептура, которую я решила применить к этому соусу, основываясь на таком блюде, как бибингуксу, который мы с вами тоже в будущем приготовим. А сейчас овощной топпинг. 1 огурец, немного белокочанной капусты и немного краснокочанной капусты. Огурец мы разрезаем на 3 или 4 части, в зависимости от его размера, и затем мы срезаем с него вот таким вот образом слой, который имеет мякоть и кожуру, но не имеет водянистого основания, которое нам не нужно. И затем вот этот полученный срез мы нарезаем относительно тонкими полосками. Белокочанную и красную
краснокочанную капусту мы с вами нашинковываем. Можно сделать это не ножом, а на слайсере. Если вы любите достаточно, чтобы капуста была мягкой, то можете ее еще немного помять руками с добавлением немного соли. Или же этого не делать. Теперь мы берем достаточное количество воды, доводим его до кипения и вынимаем из холодильника тесто для пасты, прежде заготовленное. И тут уже придется поработать ручками. Смысл в том, чтобы постараться как можно более растянуть тот кусочек, который вы будете отрывать, и максимально его утоньшить. Куски будут получаться приблизительно одинакового размера, но это не важно, их форма и размер, то есть не концентрируйтесь на этом, просто растягивайте и отрывайте кусочки, потому что поинт этого блюда как раз в отрывании руками, хотя как корейская молодежь современная, очень многие просто раскатывают тесто и нарезают потом уже ровными кусками, что вы тоже можете сделать, если вам просто лень делать это таким образом, но это все-таки поинт этого блюда, который вытекает из его названия. Когда мы нарвали все кусочки, мы должны их проварить. Они должны провариться, для этого вы просто возьмите тот, который побольше, потолще, надкусите и попробуйте, как оно проварилось или нет, посмотрите. И должен быть у него вкус, как у вареных макарон, сравнение такое. Итак, когда все проварилось, вы должны вынуть пасту и остудить ее в холодной воде. Затем вынуть из холодной воды, положите на сито или дуршлаг, чтобы вся вода с них с пасты отекла. А после этого можно приступать уже к заправке соусом и овощному топпингу. Но перед этим придется кое-что еще добавить. А именно уксус в объеме 1 столовой ложки на 1 порцию, на 2 порции 2 столовые ложки. Я использую яблочный уксус. И кунжутное масло на 1 порцию, соответственно, 1 столовая ложка. Если у вас 2 порции, мы готовили пасту на 2 порции, то вам понадобится 2 столовые ложки кунжутного масла и кунжутные семена 1 чайная ложка на 1 порцию и 2 на 2. Все это мы перемешиваем и затем добавляем соус. Соус я советую добавлять, начиная с 1 столовой ложки, перемешать, попробовать, и если недостаточно остро, то добавить еще. Кстати, если у вас останутся излишки соуса, то можно просто отварить макароны и попробовать этот соус с макаронами. Вообще тоже будет вкусно. Теперь мы приступаем к овощному топпингу. Сколько закладывать овощей зависит от того, насколько вы их любите. Любите много, кладите много. Если очень много не любите, то тогда положите чуть-чуть. И все это сверху мы посыпаем кунжутными семенами и подаем к столу. Как я уже сказала, это блюдо современной корейской кухни. Пока что только несколько ресторанов Кореи готовят это блюдо. И рецептуру либо держат под секретом, либо делятся ею отчасти. Поэтому соус я для этого блюда, данного, который я сейчас приготовила, придумала сама. Вы тоже можете поимпровизировать и добавить какие-то свои ингредиенты, которые вы любите, которые вы думаете подойдут для этого блюда. Кстати, если можно и пасту гочужан добавить в этот соус, я думаю, что будет неплохо. А сейчас, как я и обещала, в конце этого видео бонус про сок из ростков пшеницы. Как проращивать ростки пшеницы, будет линк в конце этого видео. Как делать сок? Вы просто пропускаете пшеницу и воду или любой сок в пропорциях 1 к 1 в блендере, и все, ваш сок из ростков пшеницы готов. Как употреблять этот сок? Этот сок очень хорошо пить по утрам, потому что он очень сильный энергетик и вообще может заменить вам, в принципе, кофе. И я пью его 2 раза в неделю с перерывом в 1 неделю. В общем, это все зависит от ваших целей и от вашей индивидуальной переносимости продукта, которые вы потом сами поймете, как оно вам, когда попробуете. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!